Здравствуйте, друзья! С вами Ром Ромыч и мой канал Братья Эрстройка. Видео посвящается укладке чернового пола из 40-й доски по контррейке. Какие мы здесь выполнили подготовительные работы по основанию. Балки у нас выставлены по гидроуровню, и каких-то глобальных вертолетов мы тут не наблюдаем. Необходимо лишь с помощью рубанка и уровня 2,5 метра в черновую подготовить поверхность балок, сострогав шишки на суках, а также от завала вот этих балок иногда грани вылазят, то есть сострогайте все вылезшие грани в черновую. Далее нам необходимо выставить контррейки, с чего мы приступаем к работе. Необходимо выставить крайние вдоль стен рейки. С учетом того, что балка может быть с провисом, мы ее проверяем сначала по шнурочку, чтобы видеть, сколько в центре накладывать подкладочного материала под контррейку. Это если провис будет. В черновую монтируем, потом снимаем и уже по очереди начинаем каждый вот этот ряд выставлять. То есть, выставив крайние, выставляем их, скорее всего, по плоскости. Уровень тут может и не получиться, нам важнее здесь плоскость. Выставив вдоль стен крайние, натягиваем шнурки. По шнуркам выставляем еще две промежуточных. Здесь у меня длина большая, 7,5 метров. Поэтому так, у вас может быть по-другому. Может будет одного уровня хватать. И далее уже полученные вот эти остатки, прямоугольники, заполняем с помощью измерительного инструмента путем состругивания с рейки, например, шишек каких-то, либо при помощи подкладочного материала, это вот полоски из рубероида, из рубимаста, мы уже подкладываем под рейку, чтобы в плоскость вывести наш материал. Далее, когда вся плоскость готова, мы уже приступаем к укладке доски. Доска у нас рейсмуссованная, и после монтажа планируем получить уже основание, годное для укладки напольных покрытий с малейшим доведением каких-то неровностей на полу. Друзья, какой нюанс, при выверке основания самое главное не находиться на той балке, которую вы выставляете, либо рядом с ней, так как под весом вашего тела балка прогибается, вы точных данных никогда не получите. Надо отползти на трубу, где-то на межкомнатную перегородку, либо на 2-3 балки в сторону, и уже с них наблюдать показания инструмента. Друзья, конструкция чернового пола по свободно висящим балкам по своей сути напоминает устройство барабана. И чтобы от вибрации не было скрипа, в промежуток между контррейкой и половой доской прокладываю полоски, нарезанные по ширине контррейки, из обычного рубероида. Материал, проверенный временем. Если сомневаетесь, проложите в 2 слоя. То есть при выставке рейки, то есть наш рубероид, не довожу сантиметров на 10 до края рейки, чтобы при выставке следующей рейки видеть край и можно было свободно поставить измерительный инструмент. Далее, после того, как все рейки выставлены, уже набиваем наш материал, точно так же в конце не доводя 10 сантимов. Таким образом мы избавимся от скрипа. Но также возможен второй вид скрипа. Это от трения торцевых поверхностей досок друг от друга. Но об этом позаботится природа. После того, как запустится отопление, в этом месте доска высохнет и раскроется где-то на 5-6 мм щели будут. Никаких скрипов не будет. Друзья, с чего стоит начать работы по укладке чернового пола? Выбираем предельно ровненькую досочку, приставляем ее к стене и
По каждой балке делаем регулировочные чопики к стене. Таким образом обеспечиваем тепловой зазор. Ну, рекомендую 1,5-2 сантима для движения материала. И такой же зазор необходим с торца. Таким образом, прикрутив эту первую доску, получаем опорную поверхность для натяжения всех остальных, без возможности прогибов или наоборот. Итак, друзья, приступаем к монтажу половых досок. Напиливаем наши доски в размер, учитывая тепловой зазор к стенам, который нужен для движения материала, а также для вентиляции подпольного пространства. Далее насверливаем отверстия в досках под саморезы. Насверливаем таким образом. С монтажного места доску чуть-чуть сдвигаем и просверливаем, чтобы не ослаблять за сверловкой места крепления. Далее выметаем все из-под доски, придвигаем на место. Стыкованные ряды пускаем в разбежку влево-вправо, влево-вправо. Закрывать их необходимо до того, как вы начали натяжение, то есть торцовые стыки закрываем предварительно, потом их уже вам не удастся закрыть. Вот, собирать будем сразу по 3 доски. Вот, опорную доску крепим на кровельные саморезы. Длину выбираем таким образом, чтобы он нам не дырявил нашу пленку. То есть доска плюс рейка. Этот саморез можно 1000 раз закрутить и 1000 раз выкрутить. То есть вот таким образом. Для натяжения будем использовать старый проверенный метод, который, наверное, изобрели 1000 лет назад. Это клинья, которые забиваются навстречу друг другу и натягивают от опорной доски наш весь материал. И эти все пары я пометил, чтобы они между собой не перепутывались. У меня 12 балок, но клиньев я изготовил 5 штук. То есть таким образом я их буду постоянно перекидывать. Закрутив 5, снимать я буду 4, 5 нельзя снимать. 5 можно снять только тогда, когда 6 место будет прокручено. Таким образом продвигаемся. Все, не забываем, после того, как вся натяжка осуществлена, то есть проверяем по рулеточке лево и право. То есть доски могут быть клиновыми. Если этот момент не контролировать, то есть может после 10 или 20 доски у вас выйдет так, что одна сторона на 5 сантимов уже ушла относительно другой, получится клин. Не забывайте иногда доски переворачивать, тем самым соблюдая параллельность опорной стене. Друзья, видим, что материал начал подсыхать, и определенное количество досок уже слегка подвывернуло в виде лодочки. Ложить предпочитаю на эту поверхность, на нижнюю. Таким образом доска у нас хорошо упрется на края. И в случае, если она дальше будет подсыхать, то есть эту шишечку легко будет электрорубаночком пробежать. Итак, друзья, приступаем к натяжению. Методично простукиваем каждое место 2 молотками навстречу друг другу. И визуально контролируем закрытие щелей. При натягивании некоторые доски взлетают, это видно. Эти места необходимо осадить.
Да, теперь можно прокручивать. Итак, друзья, длину саморезов определяем таким образом, чтобы он сантиметра на 4 крутился в балку, а не в контррейку. Шляпки притапливаем за подлицо, чтобы глубоко не уходили. В теплые месяцы доска просохнет, и осуществим контрольную протяжку. И далее, значит, возможно два сценария. У кого есть желание, можно повымахиваться с электрорубанком и позбивать то есть вот эти горбыли, которые образуются на досках при высыхании. Доска выбрана 150-я. По правильному, конечно, из 100-й делают, но ничего не поделаешь. Какая жизнь, такие и мы. Вот. Либо второй сценарий, каким-то листовым материалом укрыть всю площадь. Но это деньги, друзья, решать вам. Всего доброго.